Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Алексей Наумов, американист, на связи прямо сейчас. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, Александр, здравствуйте, добрый день всем. Друзья, поставьте лайк этому видео, как всегда прошу подписаться. Телеграм-канал Алексея Наумова «Вне шпол», ссылка в описании, сделайте это тоже, следите за всеми новостями и, конечно, участвуйте в обсуждении сегодняшнего нашего разговора, а он такой достаточно непростой. Почему? Потому что мы видим яркую, что называется, контрастирующую картину. Да? То, как условно Зеленский провел День независимости вчера, и ровно вчера, как звучали голоса из Америки. Рубио со своими поздравлениями, да, с призывами к миру. И интересно, я бы сказал, программное интервью Венса, где он четко говорит, что не позднее, чем через полгода все закончится, но процесс не быстрый. Что со сроками? Что с американцами происходит сейчас? В какую игру они играют? Кажется, немного после Аляски, потом Вашингтона. Немного поменялись приоритеты у Америки, нет? На самом деле, приоритеты Америки довольно интересны, если на них взглянуть, что называется, непредвзятым взглядом. Смотрите, что делает Дональд Трамп. У Дональда Трампа относительно украинского конфликта есть несколько задач. Первая – это его личная задача. Ему необходимо не выглядеть человеком, который привел Украину к краху. То есть, очевидно, что сейчас исход боевых действий плюс-минус предопределен. Вопрос только во времени и в том, в каком виде это будет сделано. Что называется, по-хорошему или по-плохому. Дональд Трамп понимает, что если он сейчас пойдет на какие-то яркие антиукраинские шаги, например, перерубит канал поставок боеприпасов, перестанет делиться разведданными с вооруженными силами Украины, то в момент поражения Украины он будет провозглашен виновным. Тем самым человеком, который сдал Украину, который привел Украину к краху. А вот если бы не он, мы с вами неоднократно говорили, что, я полагаю, Владимир Зеленский во время поражения изберет эту тактику. Он скажет, что Запад обещал, а Запад предал. Джо Байден сначала говорил, мы будем поддерживать так долго, как потребуется. Потом он же стал говорить, мы будем поддерживать так долго, как сможем. И, наконец, Дональд Трамп вообще сказал, что мы поддерживать никого не будем. Наша задача остановить конфликт и в целом, чтобы перестали стрелять. И Дональд Трамп поэтому продолжает помогать Украине очень опосредованно. Он помогает ей через Европейский Союз. Европейский Союз покупает вооружение, и Европейский Союз передает вооружение. То есть, Соединенные Штаты к этому не имеют вроде как никакого отношения. Плюс мы видим, что Дональд Трамп говорит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому: вы знаете, мне не очень хотелось бы присутствовать на ваших переговорах, на вашей встрече. Чего? Дональд Трамп? Это тот самый человек, который любит присутствовать везде, любит везде играть первую роль, выходить в самых больших софитах, в свете самых больших софитов и давать самые большие интервью. Он не хочет этого делать. И, соответственно, что касается так называемых гарантий безопасности, это самая большая подложная свинья, мы о них сегодня еще, я уверен, поговорим, он говорит Европейскому Союзу: да вы сами как-нибудь там занимаетесь. То есть он, не бросая Украину ровно настолько, чтобы не быть обвиненным в ее поражении, спихивает это все на Европейский Союз. И когда произойдет поражение, он скажет: а я ни при чем. Я позволял Европейскому Союзу покупать вооружение. Я организовывал встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. А то, что они не договорились, они не договорились. Я, извините, сделал все, что мог. То есть Дональд Трамп довольно, мне кажется, искусно выгораживает себя, открыто говорит, что США не являются частью конфликта, США заинтересованы лишь в прекращении огня и в целом восстановлении мира. И собственно, такая его незамысловатая, но довольно эффективная тактика. И я думаю, что когда Украина потерпит поражение, заметьте, я специально говорю не если, а когда, поскольку, мне кажется, исход в этом плане уже предрешен, то он выйдет сухим из воды. Или, по крайней мере, попытается. Это будет огромный кризис для НАТО, это будет огромный кризис для Европейского Союза, поражение Украины. Но, тем не менее, Трамп пытается сам себя за волосы из этого омута вытащить. И я думаю, что во многом ему это удастся.
Вы так говорите о поражении Украины. Вы имеете в виду военное поражение или какое поражение? Смотрите, тут, ну, если так разобраться, тут можно послушать Зеленского на выступлении на День независимости. И, ну, как бы новый такой посыл сгенерирован, сконструирован и запущен в украинские массы, что Украина не победила, но Украина уже не проиграет. Это вполне ожидаемый на самом деле кульмит. Мы понимаем, что в начале войны, когда это было, Владимир Зеленский говорил следующее, что наша задача – это выход на границу 91 года. Мы не только дадим отпор, значит, России, но и заберем обратно Крым. И, соответственно, это будет какой-то триумф украинской нации. Со временем образ победы несколько был видоизменен. Сохранение суверенитета Украины является уже победой самой Украины. Об этом говорил упомянутый вами вице-президент Джей Ди Венс в своем интервью. А на какие уступки пошел Путин? Спросили Венса. Венс говорит, Путин отказался захватывать всю Украину, и Путин отказался от планов устанавливать в Киеве марионеточное правительство. То есть с точки зрения США это уже уступка, это уже плюс в копилку Украины. И, собственно, Владимир Зеленский, конечно, говорит это не по тем же самым причинам, по которым это говорит Джей Ди Венс. Зеленскому необходимо любой исход продать как победу. Я вас уверяю, когда все закончится, обе стороны заявят о своей победе. Как бы это в истории последних вооруженных конфликтов, в принципе, обычная ситуация. Посмотрите на Индию и Пакистан. Победили оба. Посмотрите на Иран и Израиль. Все победили, куда ни глянь. И Трамп заодно победил. Собственно, здесь будет то же самое. Так как будет сказано, что Россия слишком большая страна. Мы, конечно, не могли дать ей отпор. Но мы сделали то, что от нас никто не ожидал. 3,5 года, смотрите, мы боролись, и мы отстояли свое. И еще... Вот мы потом еще заберем, значит, то, что принадлежит Украине с точки зрения Украины. И, честно говоря, вы знаете, довольно жуткое впечатление на меня произвело. Я вот видел, когда Зеленский рассказывал про то, что вот на, значит, площади есть график, не график, а вот эти вот как бы компас, который, да, указывает на другие города Украины, и там вот Донецк, и Луганск, и еще и Крым мы вернем, говорит Зеленский. И для меня довольно... Почему это произвело ужасающее впечатление, как бы о людей кто-то спросил, как бы я понимаю, что вы там, будучи украинским президентом, как бы продвигаете украинскую точку зрения, вам ничего не интересно, но звучит так, что мы заберем земли, а люди, что они хотят, почему они там, как, что, нет, мы заберем и будем жить одной семьей, знаете, как отец-абьюзер говорит, смотрите, буквально. Там же еще очень интересная штука была. Этот нарратив, он ушел из украинской повестки, а сейчас Зеленский прям его вернул, говорит, там наши люди, представляете? Наши люди. Что же вы воду-то им перекрывали, вашим людям-то? Да, это на самом деле довольно интересная история. Вот этот нарратив про наших людей и при этом нарратив про коллаборантов ужасных, значит, пророссийских. Как там, есть какое-то же слово, да, есть в украинском языке? Коллаборанты. То есть, значит, вот эти два нарратива абсолютно друг другу противоречащих сочетаются в рамках одного... дискурса, прости господи. Вот, это довольно странно. Но, кстати, знаете, это опять же прокладочка, мне кажется, к будущему миру. Этот мир будет для украинского государства, очевидно, не благородным. В русском языке есть выражение «похабный мир», который применялось к Брестскому миру. Вот похабный мир, скорее всего, будет, но... Любому политику, любому государству нужен образ будущего. И это будет тот образ будущего, который Владимир Зеленский будет продавать своему народу. Образ будущего заключается в следующем. Мы победили, мы отстояли. Мы минимальной кровью это все сделали. Наше будущее в Европейском Союзе, наше будущее в единой европейской семье, а те наши земли, которые у нас отторгли, мы потом вернем, значит, какими-то дипломатическими методами, говорит Зеленский. И... я думаю, что он на этом будет настаивать, потому что это даст ему возможность, по крайней мере, это единственная для него возможность не выглядеть лидером, который все проиграл. Сохранить какое-то будущее политическое свое, какую-то политическую карьеру, может быть, сохранить. Хотя, конечно, судьба поствоенной Украины на самом деле довольно интересна в плане выборов, в плане верховенства какого-то, прости господи, закона, потому что столько было наворочено за это время.
И это будет нужно для того, чтобы никто не спросил у Зеленского: дорогой Владимир Александрович Зеленский, за что мы воевали прошедшие 3 года? Мы могли в марте 2022 года договориться обо всем примерно том же самом. И именно поэтому он так сейчас протаскивает какую-то историю с гарантиями безопасности. Ему нужно дать ответ. За что воевали 3 года, когда все могли уладить раньше? Сейчас мы разберем по поводу гарантий безопасности. Меня интересует один очень такой понятный посыл. Как не люблю такие вопросы, но приходится. То есть, да или нет? Зеленский вчера начал свою избирательную кампанию. Да, конечно. Он не уйдет, как Черчилль, он хочет властвовать дальше. Так вот, властвовать, но нужно властвовать под чужим зонтиком в будущем, если так стратегически посмотреть на вещи, которые происходят. Очень примечательным был визит премьер-министра Канады. Причем такое ощущение сложилось, что он где-то в этой старой повестке где-то отстает. На Софиевской площади говорит о том, что Россия, значит, слаба как никогда, о том, что у нее проблемы жуткие. Путин в изоляции, и это все неделя после Канады, условно. То есть изолированный Путин, тяжелая Россия, и подписан меморандум. То есть, ладно, слова. Конечно, реверансы в сторону Келлога, Зеленский орден, Корни говорит, мол, давайте, поддержите коалицию желающих. Но суть вопроса в другом. Смотрите, Канада и действиями тоже включается. То есть, теперь не только Европейский Союз, но и Канада будут закупать оружие у Америки и отправлять в Украину. Вроде подписали что-то на 500 миллионов. Это по последним сообщениям. Типа меморандума, что на эту сумму купят и отправят в Украину. Получается очень интересная штука. Это ведь все делается в условиях и для продолжения войны. Однако слово «гарантии безопасности» подразумевают окончание войны, от слова полностью. То есть, не просто прекращение огня, не просто перемирие, даже долгосрочное, а это подразумевает мирное соглашение. То есть, гарантии должны быть вписаны в мирное соглашение. И Венс, которого мы упоминали сегодня со своим интервью, говорит: ребята, смех смехом, но без России не получится. Хотя Зеленский против того, чтобы Россия вообще как-то упоминалась в этих гарантиях безопасности, что тоже очень своеобразный ход, а Баба-Яга против. Как вы видите гарантии безопасности Украины? Кажется, что, по крайней мере, так со стороны сейчас выглядит, что эта тема как какой-то надутый пузырь. Такой большой, надутый. Каждый вкладывает и понимает, видит его с разных сторон как-то по-своему. А по сути ничего. Потому что война-то продолжается. О каких гарантиях речь? Вы, Александр, понятно, довольно тонкий аналитик, и в этом плане вы совершенно правы. Конечно, гарантии безопасности – это буквально пузырь. В чем это выражается? Значит, Европейский Союз и Украина выдвигают 3 гарантии безопасности, которые, с их точки зрения, должны устроить Украину в послевоенном будущем. Первая гарантия – это статья 5 Устава НАТО. То есть, это договор о коллективной взаимопомощи. В случае атаки на Украину страны Запада обязуются прийти ей на помощь, всеми способами, которыми они сочтут необходимым. Там такая формулировка. Вторая гарантия безопасности – это размещение контингентов вооруженных из стран НАТО на территории Украины. Третья гарантия безопасности – это подготовка ВСУ и, соответственно, создание доморощенной военной промышленности полноценной и подготовка мощной украинской армии. Удивительно, что ни одно, на самом деле, из этих гарантий безопасности, так называемых, Россию не устроит. Россия на это не пойдет. Мнением России можно было бы пренебречь, если бы ситуация на фронте была противоположной. Ситуация на фронте сегодня такая, что Россия побеждает, и на самом деле очевидно, что Россия имеет в этом вопросе довольно большое влияние. В общем-то, на самом деле, влияние ключевое. Есть хорошее английское выражение, что именно на месте водителя всего этого процесса сидит Россия. Украина сидит на пассажирском сиденье, если не в багажнике. Поэтому, соответственно, это уникальная ситуация. Обе стороны, российская и украинская, выдвигают предложения, которые для другой страны неприемлемы. То есть, для России неприемлемы эти гарантии так называемой безопасности, для Украины неприемлемы предложение России передать без боя контроль над оставшейся частью Донбасса.
когда два непримиримых проекта сталкиваются, вроде бы наступает патовая ничейная ситуация. Но у нас Россия буквально войну выигрывает. Типа, доброе утро, проснитесь, вы проиграли войну. Это довольно интересная ситуация. Я думаю, для чего нужна эта вся история. Вы справедливо отметили про Канаду. Действительно, рисовали, знаете, карты, что современный Европейский Союз включает в себя и Канаду. Нынешнее либеральное правительство Канады, безусловно, куда ближе к ЕС, чем к США идеологически. Для чего это делается? Значит, тут у всех своя игра. Это, позвольте, я распишу эту игру, она, на самом деле, мне кажется, довольно интересная. Первая игра – это игра Зеленского. Зеленский хочет под соусом непримиримости якобы России протащить в итоговое мирное соглашение какие-то положения, на которые Россия идти не хочет. То есть, как это выглядит? Все понимают, что Украина проиграла. И Зеленский это тоже понимает. Но как объяснить, за что воевали прошедшие 3 года после Стамбула? Для этого необходимо что-то людям дать. И вот он думает, что сейчас он Трампа на свою сторону перетащит. Трамп, соответственно, на Россию разозлится, введет мощнейшие санкции, мощнейшие таможенные пошлины. И Путин, значит, скажет, да черт с ним, ладно, давайте заканчиваем все это дело, слишком это для нас дорого. И ладно, вы там что хотите, контингенты НАТО хотите? Ну, ладно, пускай будут контингенты НАТО. То есть, вот он рассчитывает, что он в предсмертном хрипе сможет что-то протащить. Это первое. Второе. Европейский Союз. Европейский Союз на самом деле скреплен с Украиной вот этим нечестивым союзом. У Европейского Союза есть своя роль. Европейский Союз видит, что мир сейчас становится многополярным. Мир становится не таким, как раньше. И в этом мире довольно страшно быть одному. Мы видели, как за прошедшие несколько месяцев Европейский Союз полностью подчинился американцам даже на символическом уровне. Как все они сидели в Вашингтоне, как школьники перед учителем, унизительную заключили торговую сделку. И сами сказали, что это не только про торговлю, это про то, чтобы Америка никуда не ушла. И, соответственно, Европейский Союз пытается протащить в эти гарантии безопасности какое-то американское участие. Это позволит обречь США на то, чтобы они никуда не уходили из Европы, не оставляли Европу с Россией 1 на 1. А Трамп это и хочет сделать. Он говорит, ну вы там сами встречаетесь, Путин, Зеленский, вы, Европейский Союз, хотите Украине помогать? Ну помогаете, я тут при чем? Ну могу вам оружие продать с наценкой. А они не хотят. Они хотят, чтобы Америка оставалась вот этим заботливым папочкой. А они тратили деньги на свои программы социального благоденствия. Хотя вот Мерц уже сказал, что Германия уже не тянет вот это социальное благоденствие. А тут еще на армию тратить. Ну и чего? Пускай американцы лучше остаются. Так что вот, эти гарантии безопасности. Здесь есть две не противоречащие, а параллельные цели у Зеленского и у властей стран Европейского Союза. Вот так. Алексей, ну тогда, собственно, что получит Украина? Вот есть какие-то очертания? Ведь Европа ничего не может или не хочет без США. США спрыгивают, Украина втягивает. Это же потрясающий нарратив. Я хотел его тоже с вами обсудить, который вчера... Вообще вчера вот такой поворотный момент, вот именно политический. Для людей, которые интересуются, разбираются в политике, это прям нечто. Значит, Украина... Какая роль ее? Да? Все же задаются этим вопросом. Роль Украины. Это объединитель Америки и Европы. Представляете, как вывернули? Представляете, как красиво звучит? Представляете, какая обертка, как она классно продается? Тогда получается, что в конце концов может получить Украина Зеленского. Потому что о другой Украине мы сейчас не говорим. Даже Лавров вчера выдал, говорит, ну мы... признаем де-факто как главу режима Зеленского. Вы знаете, я думаю, что вы справедливо отмечаете слова Сергея Лаврова. На самом деле Сергей Викторович говорил, мне в этом выражении на меня другая часть его произвела большее впечатление. Он сказал, что по сути, что Зеленский не имеет полномочий подписывать мирный договор. То есть итоговое соглашение подписывать он не может, и, соответственно, должны пройти выборы. И я думаю, что здесь имеется в виду, что Россия будет настаивать на том, что Зеленский может подписать как прекращение огня, но итоговое мирное соглашение должен подписывать президент, который пройдет через выборы. То есть я думаю, что мы в этом считываем готовность
готовность, значит, России требовать вот проведения выборов. Я думаю, что то, что вы говорите, понимаете, все зависит от того, как на это посмотреть. Вот если вы хотите избираться украинским президентом, вы или какой-нибудь другой гость вашей программы, не будем называть имен, то вполне возможно, что это та роль, которая может быть продана украинскому народу. Продана именно в хорошем смысле, просто как бы представлена на суд. И сказать, что да, видите, Украина теперь связующий мост, значит, между Европой и США. Я думаю, что здесь на самом деле можно еще будет сказать потом, если мы представим себе какую-то другую Украину, связующий мост между Западом и Востоком, если мы как бы избавимся от вопроса русофобии в украинском нарративе, да, вопрос как бы Украины национального примирения. Мы с вами обсуждали этот вопрос, и тоже обсуждался он и другими гостями. То да, вот эта роль Украины как объединителя, вот этой уникальной страны, которая находится на стыке, это та роль, которую Украина могла бы играть. Не будь вот этого всего желания втянуться в Североатлантическую, значит, организацию и грозить России мощным кулаком. Но, может быть, это та роль, которую, по крайней мере, на выборах можно будет украинскому народу представить. Что касается реальной роли, мы знаем, что на самом деле довольно быстро, когда войны заканчиваются, посмотрите на историю Югославской войны. Кажется, что вот, там хорошие парни, которые отстояли свою независимость, надо им помогать, надо их интегрировать, надо тратить на них деньги. Но довольно быстро, когда войны заканчиваются, вы начинаете смотреть на ситуацию не как на борьбу хороших и плохих парней, а как на борьбу большой и маленькой экономики. Очевидно, что для Европейского Союза и для США в меньшей степени, но тоже выгоднее сотрудничать с Россией, нежели с Украиной. Просто потому, что у России большая экономика, она самая большая, ресурсов много, можно продавать, газопроводы там частично есть, частично там... Понятно, Северный поток разрушен, да, но все равно можно. И экономическая логика со временем начинает доминировать над политической. Типа, войны-то нет, что нам с русским не сотрудничать? Ладно, они на континенте, никуда мы от них не денемся, нам надо бы с ними нормально общаться, чтобы, собственно, не скатиться в конфронтацию. И, соответственно, желание, вот как сейчас, вкладывать деньги в украинскую экономику пропадет, потому что, это уже будет не так прикольно, не так красиво. Знаете, вот сейчас, когда вы помогаете вот этому маленькому Давиду противостоять огромному Голиафу, да, я говорю о том, как это изображается. Это имеет какую-то вот такую возвышенную, что ли, природу для многих людей. А когда войны уже не будет, да, ладно, все, они как бы... Они же сами говорят, что победили еще вообще. И пускай с своей победой сидят. А нам надо купить у русских ресурсов подешевле. Поэтому, да, я думаю, что, конечно, значение Украины снизится. Опять же, третий эфир подряд говорим про то, что она сдуется до своих реальных масштабов. И здесь, собственно, задача как раз следующего украинского руководства будет состоять в том, чтобы поддерживать фокус внимания на Украине. Типа, друзья, пожалуйста, вкладывайте ресурсы. Я знаю, что у нас страна разрушена войной, но, пожалуйста, что-нибудь в нас проинвестируйте. Так, а этого же не будет, понимаете? Интерес в полигоне есть, а интерес в каком-то пространстве... А вот тут вопросики возникают, и причем такие очень громкие. А насколько Европе вообще интересна Украина как плацдарм, как территория жизни? Потому что это тоже, кстати, аллюзия с вчерашними выступлениями. Вообще вчера я в прямом эфире в «Шуме» говорил, у Зеленского все хорошо. Вот они выжили максимум медийно, вот со вчерашнего дня. Даже там какие-то 3 села, 4 отбили в районе Покровского направления, и об этом как бы заявили. Мы посмотрим в динамике, как там фронт изменится. То есть, и все вроде как поддерживают, потому что уравняли Зеленский, теперь равно Украина. Понимаете? И это, с одной стороны, это ясный ход политический, да, руководства Банковой, главы режима. А с другой стороны, простите, пожалуйста, но это же очень страшное последствие. Именно из-за того, что мир как таковой, с экономикой, с какими-то людьми, с каким-то вот этим идеологическим даже каким-то пространством, не нужна Украина в этом мире. Им нужно продолжение выполнения функции. И вот это страшно. Не находите?
Не, ну, конечно, смотрите, сейчас Украина для многих элит на Западе является форпостом борьбы с Россией. Она тратит свой человеческий капитал, находясь в страшной демографической смертельной спирали, да, с сокращающимся населением. Она тратит свою территорию, не территория там Бельгии или Франции подвергается последствиям боев, а именно украинская территория. И в этом плане свою функцию она выполняет довольно успешно. Да? Она продолжает сопротивление, и в этом плане в нее вкладываются деньги. В этом плане ей продолжается поддержка. Безусловно, когда война закончится, получается, надо будет вкладывать деньги для чего? Ну, чтобы Украина существовала. Ну, а зачем? Безусловно, конечно, у Украины есть там, не знаю, земли хорошие, да, черноземные. У Украины есть какие-то природные ресурсы, порты есть. Ну, агропромышленность, понятно, да, мы о ней упомянули. Ну, да, как бы, как какой-то торговый придаток она будет нужна и полезна. Человеческий капитал во многом выжат. Очень многие люди же уехали в Европейский Союз, и женщины уехали, которые могли бы родить следующее поколение украинцев, и многие не вернутся. Во многом это, конечно, будет немного страна выжатый лимон, но зато, как бы, что, победили, сохранили там, не знаю, суверенитет. Это вот вопрос, а что важнее, да? Вы знаете, я нередко встречаю мнение вот украинских националистов, которые, видимо, оправдывают, значит, все произошедшее, и говорят, что ладно, ничего, мы будем меньше, людей у нас будет куда меньше, зато они будут настоящими украинцами, четко знающими, кто они и куда они идут. А то, что страна разрушена и, в общем-то, не очень понятна ее судьба, но если вы хотите быть вечным вооруженным бункером на границе с Россией, то, ну, это довольно тяжелая ситуация. Вы живете в каком-то военном лагере, вы постоянно под угрозой нападения, плюс еще вы, скорее всего, будете демилитаризованы, то есть Россия, очевидно, не будет заключать мирное соглашение, не получив вот для себя гарантии безопасности. О гарантиях безопасности России чуть никто не говорит, хотя Россия войну выигрывает. Это, конечно, удивительный парадокс нынешней западной дипломатии, ЕСовской во многом. Трамп-то, кстати, все понимает. Ну да, как незавидна судьба, на самом деле, Украины в любом случае. Многие не вернутся, а кто вернется, будет все это восстанавливать довольно долго и пытаться еще удержать Украину в фокусе общественного внимания. От нее все устали. И от войны от этой все устали. И когда все закончится, скажут, ну, слава богу, вот вам еще какой-нибудь траншик на восстановление, как бы до свидания. И поэтому так сейчас Зеленский пытается, пока Украина воюет, она еще кому-то нужна. Он и пытается протащить в Европейский Союз, куда угодно, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть что-то, чтобы на выходе в итоге показать. Да, мы половину страны, значит, расхреначили, потеряли, сколько, 25 или 20% территории, но мы вот. Что вот? Ну вот в Евросоюз, хочет сказать Зеленский, вошли. Ну, в общем, конечно, понятно. Как бы он как уж на сковородке вертится, потому что он для себя это делает. Ему надо объяснить людям, почему его политика... Ведь, блин, это же очень важно. Позвольте, я еще озвучу одну мысль. Вот в чем задача руководителя страны вообще? Беречь процветание и безопасность вашего народа. Владимир Зеленский проводил политику таким образом, что безопасность и процветание украинского народа, на мой взгляд, я не украинец, мне в выборах не участвовать в этих, она как бы не очень укрепилась. И Зеленский мог бы избежать этой войны, но он ее не избежал, и теперь ему нужно оправдываться, почему то, что он делал, было единственно верным и единственно правильным. А поверят ли ему люди? Ну вот... Будущее покажет. Знаете, плохая фраза, будущее все показывает, но в этом случае... Я хотел бы здесь добавить международную немножко политику, аспект. Фактор Китая примечательный. Сегодня разошлась новость о том, что МИД Китая официально опроверг наличие своих, возможность присутствия своих войск в качестве миротворческой миссии под мандатом ООН. Когда все остановится, и контингенты, мол, зайдут разные. И западные, и восточные, и дружественные для России, и недружественные страны. В общем, все будут по чуть-чуть. И вот такой вариант. В общем, Китай говорит, нет, мы пас. Как вы думаете, почему и насколько... Вот сейчас же очень важные дни. Китайцы провели репетицию парада, победы у себя. И там пока непонятно. Вроде как поляк должен ехать к Трампу в эти дни, но все понимают, что неделя может все резко изменить, и вполне вероятно, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин еще повстречаются в Китае, и опять эта тема новой Ялты. Тень Китая, вот как вы ее оцениваете? Она длинная или короткая?
Тень Китая, ну, безусловно, такая могущественная страна, как Китай, не может отбрасывать совсем уж маленькую тень. Интересные заявления были со стороны Китайской Народной Республики. Они говорили, что да, мы как бы не очень хотим направлять миротворцев, но если Совет Безопасности ООН, значит, там совместно что-то решит, то мы готовы быть частью этого процесса. Китай, безусловно, заинтересован в том, чтобы свое экономическое могущество, которое довольно большое и никем не оспариваемое, конвертировать в могущество политическое. Тем более, Китай на самом деле стоит перед довольно большой проблемой. Китай усилится в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе его население будет сокращаться. И я думаю, что вот через 10 лет Китай будет сильнее, чем сейчас, а через 30 лет еще большой вопрос. Поэтому Китай заинтересован в том, чтобы конвертировать свое нынешнее довольно успешное, мощное положение на международной арене в какие-то фактически зафиксированные реалии. И поэтому, безусловно, я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы принять участие в послевоенном урегулировании украинского вопроса. И именно в рамках Совета Безопасности Китай очень сильно напирает на международное право, на, как сказать, мультилатеральные, многосторонние институты. И, соответственно, ему будет важно быть их частью. Я думаю, что Китай, на самом деле, мог бы быть в этом плане каким-то уравновешивателем. Прикиньте, вот есть там 3 великие мировые сверхдержавы. США, Китай и Россия. Будем честны, Россия находится здесь на 3-м месте, потому что население и мощь экономики, это как бы диктует такой расклад. Это на самом деле выгодная ситуация. 2 этих самых пана дерутся, а вы можете здесь на берегу собирать бонусы от того и от другого. Вот. И, соответственно, и Китай может стать посредником между сверхдержавой США и сверхдержавой России. Это довольно неплохая, на самом деле, перспектива, которая поднимет статус Китая именно в политическом смысле. И я думаю, что Китай на самом деле не является каким-то военным союзником России. Конечно, Китай Россию скорее поддерживает, чем не поддерживает, но там есть и объективные сложности в этом сотрудничестве. И я думаю, что для Украины это был бы неплохой на самом деле вариант. Китай реально будет гораздо более привержен тем уже, казалось бы, отмирающим институтам многосторонности, международного права и так далее. Я думаю, что как балансир между Западом и Россией Китай мог бы сыграть свою хорошую роль. Но Владимир Путин же едет в Китай, и 4 дня там будет 4 дня там будет присутствовать. Это же вообще, на самом деле, неслыханная история. Это очень большой период. И, очевидно, обсуждаться там будет много чего. И укрепление связей, и так далее. Но на самом деле, конечно, Китай сейчас, мне кажется, свою роль еще сыграет. И не стоит его отметать, и не стоит так высокомерно к нему относиться, как это делают некоторые украинские деятели. Китай еще не только украинские. Еще один штрих по Европе, потому что это ведь принципиально важно. Тут приезжает министр финансов Германии в Украину, выходит, так сказать, из поезда и говорит: вот мы покажем Путину наше единение, будем поддерживать, деньги выделять, все, в общем, потужную сказал речь. Там еще и норвежец тоже, в общем, высокие гости в Киеве, опять их кружат, перекрывают центр, потому что нужно на кого-то опереться, это понятно. Но, простите, но мир глобален. Люди, немцы, которые вчера, например, прочитали и послушали Мерца, который продвигает идею несостоятельности социального государства. Да. То есть, мол, ребята, это все хорошо, но вот эти ваши пособия, вот эти все деньги направо-налево, нуждающимся безработным, где до сих пор есть случаи, что выгоднее ходить и пинать, да, чем идти на работу, потому что тебе пособия платят нормально, и можно жить по-человечески. Все понимают, да, как это сочетается. То есть отказ от социального государства с одной стороны, а с другой стороны деньги расчехлили, разрезали матрасы и даем на войну в Украине. Немцы же тоже видят своего министра в Киеве и своего канцлера у себя в прессе, у себя в публичных выступлениях. И вопросы как-то не возникают у немцев. Почему?
Ну, возникает. Почему же? Уровень популярности нынешнего правительства и канцлера Мерца в пределах 30%. По-моему, от 20 до 27, что-то такое. 23, я вот сейчас прямо из головы не вспомню точно. Безусловно, понимаете, в этом на самом деле большая такая гримаса судьбы. Потому что лидеры стран Европейского Союза исторически непопулярны. И ни Макрон, ни Мерц, Урсула чуть больше, но Урсулу буквально никто не выбирал, и у нее, соответственно, власть это как бы не так уж и много ей, по идее, вверено этой власти. Поэтому, да, по идее, судьбоносные решения за Европейский Союз предпринимают лидеры, которые не выражают, грубо говоря, мнение большинства жителей этого самого Европейского Союза. И это примечательно. Я думаю, что на самом деле у нас есть вероятность в течение следующего или пары выборных сроков, каденций увидеть совершенно другой Европейский Союз. Увидеть Европейский Союз альтернативы для Германии, увидеть Европейский Союз Марин Ле Пен и так далее. И тогда это будет тот Европейский Союз, которого мы не узнаем. В любом случае, вы справедливо отмечаете, что руководители стран ЕС хотят сейчас и военные расходы нарастить, и социальное государство сохранить. Очевидно, что даже в среднесрочной перспективе это невозможно. И крах вот этой политики приведет к тому, что популярность нынешних лидеров стран Европейского Союза еще больше лишь упадет. А Украина всерьез не может на это рассчитывать, на эти планы, потому что они нереализуемы. И войну, и помощь, и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас просто Европейский Союз вместе с Украиной, они хотят в краткосрочной перспективе Трампа вынудить разозлиться, на Путина ввести, миллион санкций, а что будет потом, уже будет потом. Сейчас главное, ребята, держимся, не сдаемся, ломим Трампа, чтобы он против Путина пошел. Говорите все, что для этого необходимо. И про военные помощи, и про поддержку, и про вступление в ЕС, и про гарантии безопасности. Все, что угодно. Мелите, только чтобы Трамп никуда не ушел и на Путина, попытался наехать. Мне кажется, это краткосрочная тактика, а не выверенная долгосрочная стратегия. Вообще среди лидеров стран ЕС долгосрочных стратегов на самом деле не так много. Люди буквально живут своими выборными сроками. Тут, смотрите, сроки и стратегии – это дело понятное. Тут мельчает вообще элитарный класс везде. Страны Запада, все страны. Везде мельчает элитарный класс. Это мы подмечаем и замечаем. Но тут другой момент. Власть, получается, не представляет народ. И даже не народ, а народы. То есть, в Украине все прекрасно понимают эту ситуацию. Да? Лавров на нее опять указал. Зеленский Рейтерс несколько дней назад говорит, да сколько можно, давайте уже решим эту проблему, да давайте уже эти выборы, все. Как назойливая история. То есть, это что-то такое, это что-то как процедура, как это укол тебе поставили, знаете, как кавказской пленнице большой, да и все, перетерпел и дальше продолжаешь. То есть, отношение к народу, волеизъявлению. Тут же очень интересная такая штука, да? Опять возвращаясь, если в Украину и к украинским реалиям. Суверенитет и территориальная целостность охраняется законом, охраняется... в общем, нельзя открывать рот, что там Украина, потеряла юридически, потеряла или должна отказаться от каких-то своих частей. Но нельзя открывать рот, что Украина зависимая и, в общем, не суверенная, какая-то государство-марионетка. И из этих двух зол выбирают про суверенитет. Но суверенитет в понимании вообще смысла этого слова, он как раз и опирается на народ, мандат, на представительность власти. А получается, что власть никого не представляет. Ни в Европе, ни в Украине. И даже формально опереться на что-то не получается. Я смеялся, как сегодня с утра. Опрос украинский. 68% украинцев не доверяют ТЦК. Только за последние сутки 2 смерти. Там один тренер поехал в Киев, его приняли, пишут, объясняются ТЦК. Он выпрыгнул из буса. Прям ехали, и он прям выпрыгнул, понимаете? Скончался. Там другого мужчину тоже, скажем так, потеряли в ТЦК.
И этот процент, ой, народ не доверяет ТЦК. Да елки-палки, есть определенные проблемы и есть отношение людей к проблеме. Но власть, такое ощущение, это вот продолжение темы, кого она представляет и на кого опирается, власть как бы в стороне. То есть День независимости, людоловство, смерти ТЦКшников от их рук, да, вот эти все столкновения. А нет, у нас вот суверенитет, мы когда-нибудь, наши люди в Крыму и на Донбассе. Европа, то же самое. Мы дадим сколько нужно, Украине денег, все отлично. Класс! Но социальное государство мы сворачиваем в Германии. То есть Германия теряет свою суть последних десятилетий. Процветающего промышленного гиганта, мирного, без армии. Не, давайте им Бундесвер накачаем, там же есть проект за 5 лет или за сколько там, да, чуть больше, сделать из нее просто что-то невообразимое. То есть, опять-таки, но эти решения принимаются без оглядки на народ. Есть такое выражение, ну, оно знакомо всем, кто увлекается политикой, историей, революционная ситуация. И кажется, что Украина демонстрирует пример Европе, ну, чтоб не было никаких потрясений и революций. Где-то поджать, кого-то под лавку. И кажется, что на Украине глобально отрабатывают механизм и сценарий перерождения вот этой демократии в нечто абсолютно другое. Чтобы народ был, ну, как овцы, с какими-то пастухами, ну, иногда с собаками-пастухами на какой-то вот определенной территории. Вот так вот философски я бы хотел, чтобы прокомментировали происходящее. Ну, мы на самом деле подходим к существующему сейчас довольно широкому консенсусу о том, что демократия в целом находится в довольно большом кризисе. И, в принципе, вырождается плюс-минус в какие-то странные режимы, просто потому, что людям, как правило, не очень интересно принимать участие в повседневной деятельности государства. Да, и действительно, мы видим, как под лозунгом суверенитета на Украине выстраивается то, что, ну, как бы то, что даже украинские медиа, украинские наблюдатели и эксперты именуют вполне себе авторитаризацией государства, да, превращение его в какую-то такую, ну, монархию, ну, там, не знаю, пусть и даже там и выборную частично, но уже во многом, мне кажется, и невыборную. И когда вы говорите, что на Украине отрабатываются, вы говорите так, что, ну, как бы имплицитно подразумеваете, что есть некий актор, который берет и отрабатывает на Украине эту историю. Я думаю, что это естественная ситуация, которая сложилась. В ходе в целом боевых действий, в ходе войн государствам свойственно переходить к какому-то единоначалию, но, казалось бы, это единоначалие должно быть в пользу, что называется, боевых действий, да, в пользу того, чтобы победить в войне. Но на самом деле здесь как бы ситуация совершенно другая. Мы видим, как под соусом борьбы с Россией процветает коррупция, процветают какие-то совершенно, да, этот непотизм, как это называется, когда назначают близких людей на ключевые посты, когда там квартал 95 занимает, личные друзья занимают все хлебные места. Ну, да, безусловно. И мы видим, как на самом деле самый большой кризис Европейского Союза вызван тем, что на это закрывают глаза лидеры стран Европейского Союза. То иногда там видят какую-то коррупцию, видят проблемы с тем, что ограничиваются полномочия антикоррупционных органов, но все это быстренько довольно заметается под ковер. Ради борьбы с Россией все средства хороши. Вот эти люди, которые даже у себя на родине не обладают какими-то уже не обладают мандатом, который дают люди, они не обладают этим мандатом, а принимают судьбоносные решения буквально для страны. Поддерживать Украину, перевооружаться до 2035 года. Да когда уже будет 35 год, вас уже там следа не будет, вас уже не вспомнит никто. Поэтому, да, безусловно, это большой кризис, но это в целом, на самом деле,
такая ситуация. Вы знаете, вот есть же на самом деле хрестоматийный пример в древнеримской истории, да, это же вот Цинциннат знаменитый, в честь которого, собственно, там Цинциннати назван и так далее. Он, значит, буквально был фермером, он стал диктатором, объединил Рим, дал отпор, значит, врагу, а потом ушел обратно на ферму. То есть отдал всю свою власть, сказал, что все, враги побеждены и так далее. Вот хотелось бы больше в современной истории Цинциннатов, но мы видим, что буквально приходят люди, я неоднократно это говорил, Владимира Зеленского было одно конкретное обещание при приходе к власти – положить конец войне. Единственное конкретное, и поэтому за него голосовали. Но в итоге он пришел, расставил всех по своим местам, всех своих друзей, кинул, значит, Россию через колено, как он думал. Ну и вот к чему пришел. К тому, что война проиграна, страна пронизана коррупцией, страна живет буквально на аппарате искусственной вентиляции легких, куда в кислород вкидывают страны Европейского Союза. И когда-то эта система жизнеобеспечения уже довольно скоро будет отключена, потому что смерть мозга, что называется, практически наступила. Ну и суд истории будет к господину Зеленскому, мне кажется, в этом плане безжалостен. И ну, как обычно, жалко людей, но, понимаете, такая ситуация, что за кого было голосовать? Вариантов было не так много, и люди проголосовали за все хорошее, а получили все плохое. Вот это, конечно, потрясающая усмешка судьбы. Ну и в завершении, чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем эфире, я бы хотел все-таки, чтобы вы охарактеризовали дальнейшие шаги России, которые будут предприниматься в этой... ну, скажем так, в этом отрезке, да, в этом временном периоде вот этой истории, дедлайнов со стороны Америки, сегодняшних определенных обещаний, которые даются Украине от других стран. Ведь параллельным образом мы видим очень страшную картину. Вот страшную картину. Сегодня сообщили в Крыму, что там женщина, диверсантка, принесла икону в управление ФСБ, начиненную взрывчаткой. Ну, ее там раскрыли, в общем, там женщину допрашивают, вот это все. И ты просто понимаешь, что помимо вот этой воздушной опасности, ну, дроны, там Украина то Нептун длинный показывает, то какую-то другую ракету, Фламинго, то еще какие-то ракеты, то какие-то, может, там похожие на что-то. В общем, ракеты с украинскими там названиями, но они все на что-то похожи, условно. Или старые разработки, или на что-то похоже. Мы понимаем, что это ведь демонстрация не для того, чтобы кого-то от чего-то сдержать. Вариантов таких, что там что-то не летело по территории России или что-то не летело по территории Украины, сейчас нет. Будут стрелять, просто вопрос в количестве, ну, в товарном, да, количестве. То есть мы видим диверсионные, полутеррористические и откровенно террористические акты. Мы видим воздушную компоненту. И мы видим, что на самом деле вот границы этого, вот эти пресловутые красные линии, могут идти дальше. Дальше и дальше. И поэтому нужно все завершать и каким-то образом, ну, вот как бы, да, сворачивать эту войну. Но ее не сворачивают. Как вам кажется, Российская Федерация условно, ну, там, разговор о том, что выходите из Донецкой области, а там дальше по линии соприкосновения, ну, об этом пресса пишет, да? Официально Россия именно этого не подтверждала, но вот так пишут, так говорят. Вот, например, война продлится до тех пор, вот это все, что мы видим с точки зрения диверсий, воздушных атак, до тех пор, пока российская армия не выйдет на границы Донецкой области, не захватит Краматорск и Славянск. То есть, вот они станут на границе условной ДНР, да, и скажут, все, ну, типа, новый какой-то момент, новая итерация, там, давайте поговорим, договоримся и закончим войну. Или нас ждут очень непредсказуемые границы линии фронта и боевого соприкосновения? Это важный вопрос. И на самом деле мы помним хрестоматийное заявление Владимира Путина о том, что каждое последующее мирное предложение Украине будет еще хуже для Украины. Поэтому я думаю, что
если мы предполагаем, что российская армия выходит сама на границы Донецкой, Луганской областей целиком, то я думаю, что на этом конца не будет. Соответственно, российская армия продолжит движение на Запорожском и Херсонском направлении, которые, как мы понимаем, являются частью Российской Федерации по российскому закону, и здесь поэтому нету, что называется, никакого альтернативного сценария. Если и тогда украинская сторона будет продолжать сопротивление и не захочет идти на те условия, которые выдвигает Россия, то я думаю, что не исключены, что называется, и иные территориальные приобретения российской стороны. Российская сторона обладает мощным козырем. Она побеждает на поле боя. Соответственно, отказываться от этого козыря, идя на какое-то 30-дневное перемирие, идя на одностороннее прекращение огня, нет смысла. Отказываться от него можно только взамен на что-то другое. Я думаю, это именно та мысль, которую Дональд Трамп до Зеленского доносил в овальном кабинете, когда, помните, карту эту показывал. Мысль такая: ты сейчас Донбасс контролируешь. Это, какую-то часть там, да, его, там, где Славянск, Краматорск и так далее. Это твой козырь. Если ты продолжишь сопротивляться и ничего не делать, то ты этого козыря будешь лишен, потому что Россия сама его получит военным путем. Иди на соглашение, отдавай им то, что они хотят, в обмен ты получишь, грубо говоря, какую-то стабильность. Ты получишь сохранение там Украины как независимого государства, получишь, может быть, еще что-то. Но мы видим, что он не идет на это. Владимир Зеленский буквально повышает ставки и идет ва-банк. Ему важно, чтобы хоть что-то урвать из этой сделки, как я и говорил, настроить Трампа против Путина и попытаться вынудить, значит, вместе с Трампом Путина пойти на какие-то условия Украины. Но, честно говоря, я бы не советовал так делать, потому что мы видим, что Россия, наоборот, становится в военном плане более подготовленной. Мы видим, как производство и дронов, и ракет, и боеприпасов продолжается, как продолжается набор добровольцев, подчеркиваю, в отличие от Украины, которая испытывает сложности буквально с принудительным призывом. И я бы здесь не относился несерьезно к фразе Путина, что если вы не согласитесь сейчас, потом будет хуже. И мне кажется, я повторю эту мысль, я не первый раз ее говорю, что самый хороший исход для украинцев и для Украины – пойти на условия России, зафиксировать убытки и попытаться построить что-то дальше, без мечтаний о гарантиях безопасности, о реванше и так далее. Все, этот вопрос закрыт. Когда у вас, что называется, там, знаете, какая-то ситуация, там, когда нужно отрезать руку, вы берете ее и отрезаете, потому что иначе будет хуже. Вот иначе, дорогие украинские коллеги, будет хуже. И то, что я предлагаю, не является там хорошим исходом для Украины, не является там идеальным исходом для Украины. Да, это будет большая потеря, это удар по национальному самосознанию. Вот Зеленский обещал, что не будет позора. Будет позор. Будет позор, как бы вы можете 1000 раз сказать халва, но слаще во рту не станет. Будет этот позор, но этот позор убережет вас от еще большего позора, от еще большей разрухи, от еще больших уступок. Идите на эти условия, которые Россия предлагает. И она, на самом деле, могла бы просить большего. И мы знаем, чего там хотят многие россияне, связанные, например, там, неразрывной историей с городом Одесса. Но Путин этого не требует, Путин этого не просит. Будете затягивать? Правда, мне кажется, что будет хуже. Это мой вполне объективный анализ, и мне кажется, здесь другого на самом деле анализа невозможно. Россия побеждает, Россия свое получит через боль, через кровь, если это будет нужно. А вы проиграете, вы уже проиграли, но рискуете проиграть еще сильнее. Нужно вам это? Думайте. Как же, никто не проиграл, вы что? Все победили. Все победили. Украина уже не проиграет, нам говорил Зеленский. Ладно. Плюс еще, знаете, тут еще такой момент очень важный, идет все-таки технологический. Эта война тяжелейшая. Она сочетает в себе от условно штык-ножа, этого старых всех, скажем, приспособ, до каких-то ультрасовременных вещей. Вместе с развитием там дронов, с этими, развитиями машин убийства. Мы видим сочетание вообще несочетаемого. Эта публикация тоже немножко дает протрезвление, какой-то ошарашит даже где-то, когда украинские пилоты говорят: мы летим на яках старых,
приближаясь к дрону на 60-90 метров и стреляем из дробовика по нему. Ну, то есть... И вместе с этим есть дроны-матки. В Запорожье там уже долетел дрон, который не долетит по своим параметрам, и поэтому все так поняли, что он подлетел на дроне-матке, и FPV-дрон, и потом там чего-то куда-то пытался... Ну, в общем, сбили его, или он сам упал. То есть, факт мы видим. То есть, вот это совершенство смертоубийства, оно же идет, и оно вот как-то вот аккумулируется. И я помню где-то, ну вот самая первая статья Залужного, помните, когда он там, ну, танки просил вот эти все. Да-да. У него там была такая философская сентенция, он говорит, новый порох. Новый. Так вот, проблема в том, что, судя по всему, опасность в том, что мы можем достичь вот этого нового пороха. Нового, смертельного, конвенционального или околоконвенционального, но какого-то вот такого нового пороха. И это все будет отрабатываться на этом полигоне, на горбу, на жизнях, как раз-таки, ну, вот здесь, да, украинцев, там, россиян. Позволите мне, да, немного ответить. Вы знаете, вы справедливо отмечаете, что это буквально как в игре «Цивилизация», там топоры, ослы, а с другой стороны какие-то дроны-матки. Но на самом деле все равно суть войны, которая идет сейчас, не меняется. Это война на истощение. Война на истощение – это война экономик. Это война буквально насыщение квадратного метра территории тоннами взрывчатки или там килограммами взрывчатки. И вы можете выпускать самую современную ракету, вы можете назвать ее самым красивым именем, но это не приведет к изменению баланса сил на поле боя. Это очень важно понимать, что ни одно чудо-оружие, ни одно вундерваффе не изменит соотношение экономик, соотношение людских оборонных потенциалов и все равно приведет к неизбежному исходу. Вот это важно помнить. Технологичность войны не должна подменять ее исторически верный, единственно верный характер такой вот войны на истощение. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам большое. Всех рад видеть. Подписывайтесь на телеграм-канал Внешпол. И подписывайтесь, конечно. Всех рад видеть. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, что думаете. Не забудьте поставить лайк. Берегите себя и друг друга. Увидимся.